Всем привет! Ребята, вы не поверите, но это реально новое видео у меня на канале. Обычно между роликами проходит недели 3. Буду честен, мне тяжело дается монтаж. Но тут я справился за пару дней. Зов Императора оказался сильнее. Да-да-да, как и макет. Макет оказался сильнее. Сегодня посмотрим на Warhammer 40 000 Space Marine 2. Многие пишут, это 10 из 10. Другие видят только пустую обертку. Но я тут не спорить пришел, я люблю циферки разбирать. И чтобы вы понимали уровень моей веры в Императора, я не пожалел шекелей на Ultima Limited Edition со стилбуком и всеми DLC. Так что спрос с игры у меня будет по всей строгости формулы. 76 часов пожертвованных во славу Империума прилагаются. Погнали считать. Начнем с мнения. Как фанат с 1000 часов в первой части, я кайфанул. Когда тебе в первый раз дают в руки болтер, о мой бог, Император. Ты чувствуешь себя танком, обвешанным керамитом. Атмосфера такая, что культурного слова я не подберу. Ты смотришь на это, и у тебя в голове: Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Но если выключить фаната, проблемы становятся видны. Сюжетка пролетается за пару вечеров. Да, она прям концентрирована на мясо, но блин, хочется большего. А ПВП... Ну смотрите, баланс классов прекрасен. Например, снайпер с дальним орудием может быть законтрен авангардом, поскольку он очень быстро сокращает дистанцию. Но в то же время, если авангард летит, например, в бастион, а бастион набьет ему лицо, потому что бастион сильнее будет него в ближнем бою. А за счет щита он невероятно живуч против юнитов дальнего боя. Однако это все контрится штурмовиком. Ну и так далее. Да, это не универсальный баланс, и возможно он сработает не ко всем классам, я говорю об определенных тактических ситуациях, кстати, наличие которых вообще делает еще дополнительный плюсик к этой игре, но суть, надеюсь, вы поняли. Но все ломает отсутствие балансировщика и бесконечная прогрессия. Системы подбора, да ее нет. Тебя, абсолютно зеленого пустого новичка с простым болтером, кидает к дедам, у которых открыто все оружие. И вот ты выходишь и пытаешься его просто убить, пострелять, а он тебя с 2 ударов плазмы отправляет на респ. Ну что это такое? В итоге побеждает не тот, кто лучше стреляет, а тот, кто дольше гриндил. Ну, в большинстве случаев. Да, скилл все-таки чуть-чуть, но поможет вам. Ставь лайк, если тоже так считаешь. Да и реиграбельность ПВЕ контента хромает. Прошел все операции, ну и все, добро пожаловать в день сурка. И знаете, хоть это и лучший симулятор космодесантника, но я не готов простить игре эти грехи. Да, я буду советовать поиграть в нее даже тем, кто не знаком со вселенной Вахи. Это реально мясно и весело. Но мнение не больше 7 баллов, хоть я и 13 лет ждал! В Азкабане! Переходим к сложности. Объективно, это 5, субъективно, ну, для меня где-то 3. Почему так низко? Вот немного контекста. В Секиро мне хватило 20 минут разминки, чтобы понять, что от меня хочет дед. Да понял я тебя, блять, понял, ну хватит, а. А на днях я Ой, господи боже, блять, нахуй я это открыл. А на днях я вернулся в Шифу спустя полгода простоя. Итог — Куроки. Дзиньфень. И Янь отлетели подряд менее чем за час, и я наконец-то допрошел игру персонажа мне старше 25 лет. Кто играл, поймет. Еще одна платина мне в карман, но об этом я расскажу в другой раз. Я вообще это к тому, что после таких приключений тайминги в Space Marine 2 ощущаются как в замедленной съемке. Тираниды вежливо ждут, пока вы нажмете кнопку блока. Окна для парирования здесь просто огромные. Паттерны врагов читаются. Да, ебаный биовор, чтоб тебя Нургал драл, сраная ты... Но моя формула требует объективности. Если есть проблемы с эрекцией, сходите к врачу. А если с реакцией, готовьтесь попотеть. Плюс могут попасться рандомы, играющие без монитора, тут без этого никак. Поэтому ставим честные 5 баллов. Это не Souls-like, хоть и компания на высокой сложности даст вам прикурить, но и не Press X to Win, пусть и 4-ю сложность в операциях понерфили, и она стала легче. По технической составляющей игра в целом конфетка. У меня не было вылетов или каких-то проблем с подключением, хотя об этом часто пишут. Но долгие загрузки под конец начали напрягать. Казалось бы, все не так уж и плохо, но тут вылезает он. Огурец от Копатыча. Извините.
Трофей все еще истинный сын императора. 41 тысяча убийств. За одну потную миссию вы набиваете 500, ну максимум 700 врагов. И это только против тиранидов, ну если команда не пытается у вас стелить фраги. Я играл в кайф с рандомами. А, в смысле он не дохнет? Какого хера? И чё с ним делать? Да успокойся, братан. Ну хватит. Что? Он испарился. Что? Играл в кайф с друзьями. Так, а у меня снаряды закончились, и что мне с ним делать? Катайся колобочком. Ага, окей. Разгон. Не, И раз. не, Ай. И два. не. Ай. И три. Хе-хе-хе, 3 из 3. Хорош, давай уже хватит играться с ним, убивай. Бля. Ну давай еще. Опа. О, добивай. А, добивать. Эхе-хе-хе, без пуль. Жучара, ты надменный, а? Пробежал компанию. Я не проявлю пощады. А ты кто? Леандрос. Леандрос. Это ж... Это... Оп. Это... Тот самый. Да. Ёперная мразь. Закрывал стратагемы, но счетчик вообще не спешил расти. И последние 15 тысяч мне пришлось прям тупо гриндить. Я просто 2 часа нажимал на одну и ту же кнопку в одном и том же месте. Кстати, если вы уже выбили эту платину, напишите в комменты, сколько часов у вас на это ушло. Померимся болтерами, так сказать. Ну и если знаете место фарма получше, чем я. В итоге, думаю, духота на 5 баллов. Если бы не этот гринд и долгие, ну прям долгие, это на PS5 загрузки, оценка была бы выше. Небольшой лайфхак. Не будьте героями в сюжетке, ставьте легкую сложность. Вы космодесантник, полубог войны. Не тратьте нервы там, где не дают трофеев. Кайфаните с брутального месилова с врагами, оставьте силы на грин. Хотя, если не хотите платину, страдайте, у каждого свой фетиш, верно? Ну и подведем итоги. Но прежде минутка самокритики. Те, кто видел мой последний шортс на канале, знают, что в нем я уже разбила... Те, кто видел мой последний шортс на канале, знают, что в нем я уже разбила... Да что ж ты будешь делать, блядь? Разбирал, сучар. Те, кто видел мой последний шортс на канале, знают, что в нем я уже разбирал Марину, и формула оценила ее на 7 баллов. Я считаю, что оценка была завышена. Формула должна быть объективной, а не ссылаться на мои эмоции. И, вспоминая свои слова ранее, в игре действительно мало контента и больше духоты, чем я думал ранее. Время я озвучил в начале — 76 часов. И это уже категория полумарафона, где коэффициент равен 1,1. Если бы я не пытался гриндить и еще пару вечеров потупил в меню, коэффициент бы уже вырос, как и итоговый балл. Но что есть, то есть. Считаем. 7 плюс 5 плюс 5 равно 17. Делим на 3, получаем 5,67. Это база. Умножаем на коэффициент 1,1, округляем. Итого престиж платины 6,2 балла. Space Marine 2 это хорошая игра, но довольно-таки душная платина. Она требует не столько скилла, сколько верности императору и уйму свободного времени. Если вы знаете, чем болтер отличается от лазгана, берите смело. Если нет, подумайте, готовы ли вы устроить геноцид 41 тысячи тиранидов, культистов, игроков, выбери то, что тебе нравится, ради цифрового кубка. 6,2 балла — это приговор гринду, а не игре. Спасибо за просмотр. Подписывайся, чтобы не пропустить новые видео, и я думаю, оно не заставит себя долго ждать. Всем пока-пока.